Привет, мои дорогие и любимые зрители! В прошлом видео, кстати, кто не видел, посмотрите обязательно, потому что там Старый Мерин принимал участие в мероприятии под названием Mad Buckets в рамках чемпионата России по драг-рейсингу. И, кстати, занял даже там место, и я получил кубок. Мелочь, а приятно. И все, кто посмотрел это видео до конца, уже знают, что Старый Мерин получит новую внешность, потому что именно в этом видео я в конце разрываю вами ненавистную эту пленку, снимаю. И сегодняшнее видео Старый Мерин версия 2.0. И это будет не покраска. Ну, точнее, это будет покраска, но это даже не про покраску. Ребят, это будет стиль. И стиль получился просто бомба. Но обо всем попозже. Смотрите внимательно, не перематывайте. Мы сделали для вас очень классный ламповый видосик. И, кстати, касаемо стиля. Маечка лимитированная, с Кедр, с Байкала, Старый Мерин. Классное качество, классный принт. Каждую неделю дарю по 5 футболок вам. Для того, чтобы ее получить, переходите по ссылке в описании. Даже не ссылка в описании, там будет просто все условия описаны. Читайте, участвуйте. Желаю вам удачи. Майка просто бомба. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Всех крепко обниму и погнали. Старый Мерин! Кузов весь очищен, перешкурен. Остался, вот знаете, про пленку говорят, то, что пленка, потом сдирать, клей остается. На самом деле мы столкнулись с тем, что если качественная достаточно пленка, как был оклеен весь кузов, вообще прям минимум клея оставался. Но нам фартук задний доклеивали пленкой подешевле, и Леха просто замучился ее отдирать, и сейчас вот он ее клеем от клея оттирал. Вот. Что еще, в принципе, было сделано? Мы наконец-то зачистили пол и загрунтовали его эпоксидничком. В общем, мы двигаемся к новому стилечку, и поверьте, это будет просто разрыв. А пока мы уйдем с вами от кузова, потому что помните те самые крабы кастомные? Мы сейчас их с вами будем собирать. О, но разве они не прекрасны? Просто же обалдеть можно. Теперь вы знаете, как собирать сборные диски, если вы их разобрали, или до вас их кто-то разобрал. В общем, ничего сложного. Тянете гайки, вообще вот просто от руки, подтянулась, чувствуете, шпилька, и все, и малейший упор, и больше не нужно тянуть. Это не маховик, который нужно там доусеру динамометрическим ключом. Здесь чисто от руки можно почувствовать. Но опять же, если вы, наверное, на опыте. У меня такой опыт есть, поэтому, наверное, мне проще. Но в целом не переусердствуйте. Осталось еще 3. Такая муторная работка, конечно, но результат. Сейчас все 4 диска будут собраны. Какая же это будет красота.
диски собраны, дело сделано. И, кстати, знаете, в чем прикол? В том, что я вообще еще диски эти ни разу не примерял на тачку. Я как один диск собрал, кто помнит видео, когда я вообще, в принципе, задал, кто не помнит, вот, посмотрите, если вы вообще первый раз видите, откуда такие диски появились, собственно, создание их вот в этом видео. И после того я так и не примерил ни разу. Как они сейчас станут, будут ли задевать арки и какую вообще, в принципе, резину нужно. Тут 17 диаметр и... Наверное, это 215, 225, 45, 50. Ширина у них 2 восьмерки, 2 девятки. В общем, со всем этим сейчас буду разбираться, а мы с вами давайте продолжать дальше. Пока собирали диски, Леха подготовил уже весь кузов, перечистил его еще раз, перешлифовал, где нужно подгрунтовал, заклеил окна. И у нас практически все готово к покраске, но у нас все равно в любом случае еще кое-что нужно будет сделать. И, кстати, резина приехала, пойду сейчас колеса накидывать, собирать красавцев. Пока собираем колеса, я вернулся в подвал к нам. И смотрите, Мерседес уже на подъемнике. Времени вообще, как всегда. Это вообще прям по классике. Вот это ночь последнего болта, ночь последней гайки. Завтра у нас уже мероприятие. Я же не говорил, что на мероприятие есть. Ну ладно. В общем, он здесь, и он здесь не просто так. Все верно. Мы занижаем морду. Назовем это классические 2 витка. Ну, я не знаю, насколько она занизится, но морда реально очень сильно задрана была, и пружины такие прям мощные. Ребят, не рвите пуканы по поводу подвески, все равно будет стоять пневмо, и поэтому как бы пружина у нас все равно не будет расслабиться. Итак, отойди туда. А звук включишь? Итак, делаю Мерседес, у нас подошел розыгрыш Супры, так совпало, звезды совпали. И, собственно, вот так это выглядит. Заходит через Donation Alerts, платформу, где это вот люди, номер закрываем телефонов. Некоторые просят таблицу предоставить, но, ребят, там очень много конфиденциальной информации, скажем так, которой, я думаю, люди не хотели бы делиться. Вот, куча телефонов. Так, качаем табличку. Все, вот, погнали. 3 сентября был первый донат. Первый донат 03.09.22. Вот, через Сберпэй. 1566 участников. Че, рандомайзер? Давайте сейчас рандомайзер. Рандомайзер. На Яндексе. Рандомайзер. А, 1566. Вот, все. Вот. Ну чё? Крутить барабан. Крутим барабан. 959. Заходим обратно в таблицу. Блин, у меня руки трясутся.
Ершов Роман Сергеевич, мы тебя пламенно поздравляем. Давайте звоните Ершову Роману Сергеевичу. Да, Ершов Роман Сергеевич, здорово. здорово, я в чате. Да, серьезно? Круто. Братан, поздравляю тебя, поздравляю, супер твоя. Ну вот и все, старый Мерин готов к покраске, но чего-то здесь, по-моему, не хватает, да? И... Нет, это не покрасочная камера, здесь, черт побери, не хватает маляра, потому что специально для того, чтобы покрасить старый Мерин, из Санкт-Петербурга едет сюда художник, и он опаздывает. Время 12 часов, нам выезжать в 8 утра, ну, все, собственно, как обычно, и ничего больше не остается, как взять дело в свои руки. А он уже как доберется, будет уже добивать остальную всю историю. Вы, конечно же, ломаете голову, какой будет цвет, что ты там напридумывал. Давайте я сохраню интригу, и именно по этому поводу вот с этого момента у нас будет до финальной картинки картинка ЧБ. Что вам сказать? Я крышу задул, но слышите этот шум? Уже сервисы начали работать, время 8 утра, а художников все нет. Я хрен знаю, что делать. Есть один, конечно, вариант. Я сейчас попробую сейчас написать. Есть человек, который, возможно, мне поможет. Решение найдено, вопрос решен. Короче, есть у Степы Скара кореш его, Ака Арбуз Никитос. Короче, он тоже в теме, он тоже делает тачки, потому что я до этого его видел все время со Степой, он ему что-то помогал, но Степа сказал, что, чувак, это тоже будет уровень. В общем, ждем Никитоса, Никитос сейчас подъезжает, также у нас проснулся Леха поедет у нас за краской, потому что, откровенно говоря, я не попал в цвет, и сейчас другие варианты выбрали, в общем, всех ждем. О, идут мои спасители, сразу двое, пересеклись. Привет всем, привет. Кайф. Здорово. Нормально. Все, красочки готовы. Блин, ну это реально прям тот цвет, да? Ну да. Чё? Да, кайф. Все пришли цвета смотреть. Ага. Кроссовки почти такого. Ну, Все. Я не знаю, у меня, поговорка такая по жизни: все, что не делается, все к лучшему. И, наверное, так было суждено, наверное, так задумано. Там наверху всем видней. И мы пропустили один день конвенции. Я же вам до сих пор не сказал, куда мы едем. В общем, мы пропустили первый день мероприятия, но мы во что бы то ни стало попадем на второй. Ведь я всегда нахожу решение проблем.
прекрасно несет. И вы, конечно же, мучаетесь все так же в догадках, какой это цвет. Давайте прям буквально на секундочку. Тык-тык. Все? Но это только базовый цвет. Вот дальше уже начинается волшебство, колдовство, которое будет проводить Никитос. Он сейчас уже начал делать с другой стороны. Это, скажем так, та слепая сторона у нас, сторона согласований, где как что лучше сделать. Но, ребят, уже получается очень круто. Дождитесь результата. Такой у нас результат получился. Огромный респект просто Никитосу. Это вот то, что, судя по тому количеству раз, которое он промокал, вы, наверное, догадались, да, что это будет. И это прекрасно, это максимально приближено к оригиналу, очень круто. И знаете, как изначально, наверное, концепция немного другая была, но в процессе рождались какие-то идеи. У нас, в общем, творческий классный процесс произошел. Никитос, я вообще в диком восторге от работы с тобой. Спасибо. Да, так что кому нужно закастомить, запокрасить тачку в Москве, обращайтесь к Никитосу, его контакты оставляю в описании. Ну, на этом моменте мы Никитоса отпускаем, а дальше начинаем собирать уже дальше машину, потому что я ее хочу собрать вот вообще полностью, и салон, и бампера, которые, как вы уже увидели, Леха одно только что на мойке. Вот. В общем, машина будет максимально комфортной. Все. Официально заявляю, что работы по старому Мерину, версия 2.0, завершены. И завтра
с утра мы отправляемся на кастом-конвенцию. Именно там я покажу вам в цвете уже его внешний вид. Именно там мы посмотрим, как реагируют другие люди на эту тачку. Ребят, но получилось просто космос. Извините, я, если вы заметили, молдинги, да, уже поставил. Я просто уже один опять. Я здесь вторые сутки. Я спал 3 часа за все это время. И все, я закончился. Я просто уже хотел просто уже доделать. Поэтому пошел я спать. Завтра увидимся. Ну вот мы и на кастом-конвенции. И как и обещал, именно сейчас вы увидите, как он выглядит в цвете. Ну как вам? Как вам? Это же просто бомба. Мы сделали не просто автомобиль. По-моему, мы сделали предмет искусства. По-другому не назовешь. Именно концепция старый Мерин и вдохновила меня на вот это вот все. У нас есть бампера, но они старые. Это... Ребят, бампера сейчас перехромируют, даже эти не перехромируешь. Они, скорее всего, их просто выкинуть. Бампера стоят там типа по сотке бампер. Какие-то еще там очки и детали. То есть сейчас, чтобы укомплектовать машину и сделать ее в идеал, это нужно потратить, я не знаю, ну 1 миллион, наверное, не знаю, 1,5, да, то есть салон перешить и так далее. Но мне пленка мне пленка тоже надоела. И мне хотелось вот этого вот чего-то нового, но чтобы машина была комплектная. И родилась идея с Radluk'ом. По-моему, получилось очень круто, вот честно. Собранный салон старый в тему, бампера старые в тему, то есть все детали старые, они все в тему, и все это смотрится очень гармонично. Добавили ржавчины, все ходят, причем говорят: ребята, вы 3 года боролись с этой ржавчиной, а сейчас ее взяли и опять нарисовали. Ну, таков стилек. В общем, я очень сильно, если честно, доволен. И знаете, я к какому выводу пришел? Вот если вам кому-то не понравится это, ну, я не знаю, что это за человек вообще, чтобы это не понравилось. Наслаждайтесь выставкой и видом старого Мерина. А я пойду, наверное, пивка бахну уже.
честно, я эту тему, ну, не то что прям изучал, но немножко вникал. И я знаю, что стоимость пинстрайпинга обусловлена высокой стоимостью за счет того, что человек очень долго учится. Именно вот твердость руки, вот эти все плавные линии и так далее. И так как у меня не только развлекательный контент, да, я больше, наверное, несу техническую информацию. Расскажи, вот где ты этому обучился, сколько ты времени обучался и насколько тяжело, в принципе, человеку без художественных навыков овладеть этим. Такая штука, кому-то дано, кому-то не дано. Вот есть люди начинающие, у них вот получается сразу тоже. Меня никто не учил, я всю жизнь рисую. Как-то когда аэрографией занимался, наткнулся на эту технику, и мне прям по самооценке ударило. Я очень захотел это уметь делать. И когда купил кисти, у меня начало сразу, ну не сразу получаться, конечно. Посмотреть мои старые работы, они очень сильно отличаются от новых. Но прогресс-то всегда есть. Сразу у меня начало получаться более-менее. Ну, давно ты этим занимаешься? То есть ты самоучка? Именно пинстрайпингом не так давно. А обучался где? То есть посмотрел технологии также где-то на ютубчике, там западные какие-то, да? Да, просто. Я понимал, я с кистями всю жизнь, я в художественной школе учился. То есть тем, чем мы рисовали в художественной школе, какие кисти были, и по сравнению с этими кистями суперточными, то есть мне далось это легче, чем я. Когда учился в художке, я не любил ни краски, ни кисти, любил карандаш, графику любил. Видимо, просто были плохие краски, плохие кисти. Вот. Когда взялся за эти эмали, за эти кисти, я понял, вот это вот очертание кисть дает. Ну, то есть у тебя, по сути, были художественные навыки, ты просто скиллы добавил новые в виде пинстрайпинга. Так получается? Да. Круто. А вот если, допустим, простой человек может, вот я вообще, честно, не очень хорошо рисую, но мне очень нравятся вот такие вот узоры. Вот я могу этому научиться? Конечно. Или все-таки дар Божий должен быть? Конечно, можешь научиться. Только не труд, все перетрут. Есть такое понятие, как стиль. Можно уметь делать эти элементы, но многие делают такую хохлому. Да. Даже в американцев на многих я смотрю, такую хохлому делают. Тут главное, главное еще вовремя остановиться. Да, тут. Как в любом стиле, главное борща не дать. Вот это, когда вот перебор уже всего, это не очень начинает смотреться. Здесь вот получилось просто идеально, вот то, что вообще я хотел. Очень круто. Спасибо, Вань, тебе огромное. Ребят, если кто хочет подобное увидеть на своем автомобиле, как правильно, кто хочет пинстрайпинг крутой, классный, который вашу машину сделает интересной для окружающих, обращайтесь индивидуальный, самое главное, обращайтесь к Ивану. Его контакты оставляю в описании. Ваня, респект вообще, мне очень понравился. И сам процесс, и, конечно, результат. От души.
соседом на кастом-конвенции оказался автомобиль, который, по моему субъективному мнению, один из самых красивых на этой выставке. И, собственно, что подтвердили награды, которые зрители, участники. Третье место по зрительскому голосованию. А голосование за лучшие автомобили на кастом-конвенции происходит через зрителей, через посетителей. То есть люди через сайт выбирают понравившиеся машины и, собственно, потом идет награждение. Ну и, конечно же, интересно. Во-первых, цвет. Что вообще, как это получилось, откуда такой цвет? Потому что цвет мне очень сильно нравится. И когда я еще сказал, что это акрил, а я прям топлю за акрил, я очень люблю акриловую краску. Что, как вообще? Почему? Он изначально был Нет, голубенький? изначально сложно сказать, какого был он цвета, потому что когда он покупался, он был облитый какой-то жигулевской краской вишневой, ВАЗ десятки, знаешь? То есть цвет? сначала вишневая была. Ну, когда ее песочили, где-то там на дне находили красный цвет. Такой морковный. Когда я его покупал, я видел, что он облитый, он был облит, ну, вот этим вишневым цветом ВАЗ-2110, которые были классика. А почему такой цвет? Были мысли тоже оставить его красным, потом мне советовали, сказали, блин, красный это просто яркое пятно. На нем не видно картины, все не видят. Он оскорбил мой любимый цвет. Нет, он красивый, яркий смотрится, я не спорю, но он просто изначально выглядит ярким пятном, Ну и потом и- ты начинаешь в него осматриваться. Ну, по-другому смотришь. Тут как минимум это очень оригинально, потому что если мы возьмем базовые цвета жуков, которые встречаются вообще, это там, красный, желтый, наверное. Ну, все в основном такие яркие, Ну, да. такие яркие, да. Да, Вот да, это да. очень нестандартный и очень крутой цвет. Да, это оригинальный Долго цвет. выбирал? Ну, долго. Это... Сейчас коллеги проедут мимо. Это оригинальный цвет Volkswagen. Была выбрана оригинальная палитра 65-го года. Сразу было понятно, что я не хочу там яркий, хочу такой, прям постельный, приятный, нежный цвет. Выбор был между вот этим и немного фисташковым цвет, такой зеленоватый. То есть это оригинальный цвет. Это именно оригинальный, 65-го года палитры Volkswagen 65-го года. Мы, кстати, буквально недавно с кем-то стояли, общались на тему того, что раньше, там, в 60-х, 70-х, 80-х годах... Федя, брат, у меня просто в ремонте стоит Пол Арлекин оригинальный, тоже, опять же, Volkswagen. И мы с ним как раз разговаривали на тему того, что в те годы была огромная, просто колоссальная Палитра линейка цветов. палитров, Да, цветов. не то сейчас современный, А там сейчас черное, типа, белое, серое, да, все. все. Такое, более яркое все. Поэтому выбрал на этот цвет, покрасили, и очень понравилось. Очень. Но он очень такой классно. легкий летний вариант, прям красивый, да, красивый, прям, мне нравится выбор, как бы, поэтому. Супер. Светом закончили. Теперь еще давай краткую информацию нам просто по техничке, по тому, что сам сделал, заказ, мы ждете на кастом-конвенции, Ну да. поэтому рассказывай про свои кастом-решения в этом проекте. Наверное, самым таким кастом-решением для данного автомобиля это установка пневмоподвески на него. Здесь стоит четырехконтурная подвеска, четырехконтурная система на датчиках положения уровня кузова. А в остальном, как бы, максимальный сток. Мне не хотелось современнить его, мне хотелось именно классическую машину сделать, но на каждый день, для комфортной езды. Здесь стоит штатный мотор, чуть-чуть модернизированный там, по мощности, потому что изначально в этом жуке был мотор 1200, здесь сейчас стоит мотор 1600, стоит горбатый распредвал, то есть он едет хорошо, я в потоке не чувствую себя ущербно, то есть прям качество и качество очень хорошо. Ну и было полное восстановление, то есть как бы у тебя там, пескоструй, заказ кучи новых деталей, кузовни, подтехники. Там что такого может быть отличающего еще? Здесь спереди стоят дисковые тормоза. Это барабан штат. Да, барабаны везде во всей системе, но это, скажем так, полуоригинальное решение, просто для них есть уже комплекты. Уже много хит-комплектов. Да, хит-комплекты, что не надо просто ставить сюда и все, и спереди стоят диски.
все. То есть в остальном Полностью как бы, в оригинальном состоянии. да, Салон перешивал? конечно. Салон перешивал, все перешит, но перешивал ты в оригинальном исполнении этой ткани или все-таки подбирал? Нет. Здесь у меня не стояла уже задача сделать прям под оригинал. То есть многие топят, да, там за оригинал, за это. Там. Я хотел, скажем так, в оригинальном стиле, в оригинальном более-менее сочетании по текстуре. То есть там, условно говоря, шов на диване оригинальный, ну, расположение. Там не могу сказать там по сантиметрам, как это все располагается конкретно. Но общий рисунок, как текстура Ткань сделана. долго выбирал? Нет. Чья ткань? Или ты заказал с сайта с оригинальной тканью? Нет, я ездил эту ткань, покупал в Щелково, просто... Магазин тканей. Да, именно в магазин ткани, то есть я понимал, что я хочу тканину, ну такую текстуру и кожу. Здесь сидушки там, ну, сзади, сбоку это оригинальная кожа, натуральная кожа, и цвета бежевые, но под цвет машины я понимал, и под цвет, я знал, что я хочу рэктоп в таком светлом цвете, не черный, а именно в светлом цвете. И под этот также в светлом цвете и делал салон. Ясно. Ты несколько раз сейчас, когда рассказывал, упомянул про то, что ты машину планировал и используешь ли ты ее в ежедневном, ежедневной эксплуатации? Да, я на ней катаюсь регулярно, ну, на работу, на работу вечером покататься. Работа далеко? 15 километров. То есть... Ну, как бы, то есть, вот за прошлую неделю, на прошлой неделе я куда-то там выехал, там 200 километров за день на нем катнул. Реакции людей в основном. Впечатления, как положительные эмоции. То есть ты едешь вообще в максимальном внимании. Я получаю положительные эмоции от того, что машина нравится, и люди улыбаются, потому что им тоже машина нравится. Двойная доза положительных эмоций. Мы тоже разговаривали, здесь стояли на тему того, какие здесь автомобили, и как бы было бы круто, представляете, вот этот идеальный мир, в котором все автомобили, которые собираются на автомобильных выставках, вот только бы они были на дорогах. Это было бы куча впечатлений. Это очень красиво. Мне кажется, если взять даже вот сейчас выезд, когда будет, все поедут по дороге, и будет очень мимо Павелецкой, где много народа, и вот поедет поток машин таких, очень интересно, и привлечет много внимания. Спасибо. Крутая тачка, очень интересная, и что, хочу пожелать тебе как можно больше еще собирать лайков и впечатлений людей, которые видят твою классную тачку. Спасибо за оценку, приятно. До встречи, пока. Вот и завершилась кастом-конвенция. Вот и завершилась. Вы знаете, я вспомнил далекий 2019 год, в котором я посещал много разных мероприятий, и глядя на всех участников, я в глубине, конечно, мечтал посетить эти мероприятия на своем автомобиле. И вот, по-моему, все начинает получаться. Это уже третье мероприятие Старого Мерина. У нас, четвертое, Байкальская миля, Мотовесна, RDRC, которую вы уже посмотрели, и кастом-конвенция. Ребята, а сколько еще ждет его впереди? Класс, мне нравится, мне очень нравится. А еще и мне больше понравится, еще больше мне понравится, если вы будете за этой жизнью Старого Мерина следить. Я вас всех крепко обнимаю, спасибо, что посмотрели, и до новых встреч, пока-пока.